Привет, меня зовут Зод Зверев, я кофаундер проекта Nelson и технический директор пула OneThash. Пул OneThash сейчас занимает 6% от всего мирового майнинга биткоина, а Nelson — это система автоматизации крупных ферм. То есть что-то в криптовалюте я, в принципе, понимаю, занимаюсь ей давно. Рекламировать мне нечего, мы работаем только с крупным бизнесом и работаем только в Китае, но по ходу нашей лекции я буду вкручивать иногда ссылки на разные другие проекты, которые могут быть тебе интересны и полезны. Значит, лекция моя будет состоять из нескольких эпизодов, чтобы было не скучно. Задача лекции — научить тебя мыслить как криптан, объяснить тебе, как в принципе функционирует этот рынок, а самое главное — объяснить тебе, как не попасть в неприятные ситуации с криптовалютой, потому что обманщиков и соблазнов очень много. Главное, чтобы тебя никто не обманул и чтобы ты не обманул сам себя. Начнем с очень простого философского вопроса: что же такое криптовалюта? Криптовалюта — это не деньги. Лучше рассматривать ее не как деньги, а рассматривать ее как землю. Почему так? Потому что количество земли на свете ограничено, количество крипты тоже ограничено. Возьмем, например, биткоин. Будем рассматривать это все на нем, как на самой популярной криптовалюте. 21 миллион монет на свете существует, вернее, будет добыто в итоге. Считайте, что это 21 миллион квадратных километров земли. Владеть можно хоть 1 метром земли, хоть 1 соткой, хоть 1 гектаром, как угодно. То же самое с биткоином. Биткоин делится до 8-го знака после запятой, то есть по аналогии это получается от 1 квадратного дециметра. Биткоин, как и землю, нельзя положить в карман и унести с собой. Блокчейн биткоина — это просто большая-большая база данных, которая хранится на разных серверах. Твое право собственности на конкретный кусочек этой базы подтверждается твоим приватным ключом. По аналогии можешь представить себе, что это электронная цифровая подпись, которой сейчас многие люди пользуются. Если ты утратил эту цифровую подпись, твое право собственности ушло в никуда. Если кто-то у тебя отобрал твой кусочек земли, соответственно, ты тоже потерял на нее право собственности. У биткоина, как и у земли, есть редкость. Количество земли ограничено, и биткоина тоже. Цена на землю напрямую зависит от спроса на эту землю, и на биткоин тоже. Если в стране началась война, земля там резко дешевеет. Если что-то случится с блокчейном биткоина, его взломают или начнутся какие-то другие коллизии, либо возникнут в разных странах мира массовые ограничения на использование биткоина, его цена, скорее всего, тоже упадет. Хотя, может быть, в каких-то местах, наоборот, очень сильно вырастет. Ну и последнее. Земля может приносить доход, если ее правильно использовать в экономике. А может и не приносить ничего, но при этом тоже не терять свои ценности. С биткоином абсолютно то же самое. Если ты им владеешь, он может расти и сам по себе. Если ты им пользуешься, можно с этого зарабатывать. Значительная часть земли в обороте вообще не участвует, ровно как и не участвует значительное количество монет биткоина. Но это не значит, что завтра не проснется их владелец и не выкинет их на рынок. Чем может обрушить цену очень запросто. Ну и самое главное, наверное, что очень странно оплачивать завтрак в кофемании какими-то квадратными метрами на Тверской. И то же самое с криптой. Как бы ни мечтали криптаны, что мы сможем оплачивать покупки биткоином, скорее всего, это просто неразумно. Скорее всего, это просто не подходящий для этого инструмент. Крипта сделана совсем для другого. Она сделана для того, чтобы строить на ней экономику, как на факторе производства. Потому что земля, по аналогии, это фактор производства, мы это все помним по Марксу. Ну и опять же, по аналогии с землей, государство норовит тебя обложить налогами. И с биткоином происходит сейчас то же самое. Появляются новые законы, он становится легальным, появляется регулирование, появляется влияние регуляторов. Другое дело, что биткоин, в отличие от земли, не так просто у тебя изъять. Потому что какого-то центрального кадастра, центрального реестра здесь не существует. Реестр децентрализованный, и ты можешь лишиться собственных активов только самостоятельно из-за собственной невнимательности, глупости или неосмотрительности. Вот теперь с этим новым сакральным знанием мы перейдем к рассмотрению, как криптовалюта может работать и как на ней зарабатывать. А, собственно, работать крипта может ровно так же, как и земля. Имея какое-то количество личной крипты, ты можешь организовать на ней собственный бизнес.
Вариантов тут очень много, и простейший вариант — это, конечно, всякие обменники и прочие вещи. Скажу честно, сейчас время для организации собственных криптопроектов для новичков, оно, конечно, упущено. То есть здесь тебе необходимо обладать достаточной экспертностью, чтобы сейчас что-то сделать такое интересное, новое, что, в принципе, взлетит и заинтересует других людей. Раньше это было очень легко. Новичками были все, это еще 16-й, даже 15-й, 17-й год. Можно было зайти, сделать что-то новое. Сейчас это уже не так просто. Об этом лучше пока тебе забыть. Так вот, земля дорожает и сама собой, как я уже говорил. Крипта тоже дорожает, если на ней строится какая-то экономика. Мы сейчас говорим не только о биткоине, а вообще о любых криптомонетах. Дорожает далеко не вся крипта. Очень много монет, токенов погибло, они не оживут больше никогда, они никому не нужны, они не используются. Но это то же самое, как если ты купил кусок земли в надежде, что там будет построен какой-то город и он подорожает, а этот проект отменили. Экономики нет, движения нет, интереса со стороны сообщества нет, никто не вкладывает туда свои силы и свой труд, и, соответственно, крипта не растет, земля не растет, бизнес твой не двигается, и актив твой никому не нужен. Еще варианты. Можно сдать землю в аренду. То же самое можно сделать с криптой. Ее можно отдать кому-то в пользование в разном виде. Есть разные способы, чтобы это сделать секурно, надежно, либо наоборот, не секурно, не надежно, с большими рисками. Во многом нынешний сезон роста крипты как раз-таки и спровоцирован новыми схемами, так называемыми DeFi или DeFi, то есть децентрализованными финансовыми системами, которые используют чужую крипту для каких-то своих целей. Помимо этого, можно и самому заняться трейдингом, что-то покупать и продавать на крипторынке. Естественно, здесь точно такие же риски, как на рынке земли или недвижимости. То есть, если ты пришел в трейдинг как новичок и думаешь, что у тебя сейчас все сразу классно получится, то это совершенно не так. Вроде бы со стороны может показаться, что работа того же самого риэлтора, да, и по аналогии работа трейдера, они очень простые, ты купил и продал, и весь такой молодец. Но на самом деле это не так. Это сложный, очень выматывающий и ежедневный труд, которому нужно, естественно, учиться. Это полноценная профессия, которая не дается людям просто так с порога, и талантов здесь на самом деле никаких и нет. Последняя сфера заработка в крипте – это майнинг. То есть это открытие новых земель, добытие новых монет. Майнинг бывает двух типов. Это аппаратный майнинг, то есть основанный на принципе Proof of Work, POW. И вот эта тема, она, к сожалению, для новичков сейчас совершенно недоступна. Можете о ней сразу забыть. Кто бы вас не приглашал, никуда-то не звал. Если у вас нет понимания, как это все работает, и нет больших финансов, можете забыть об этом навсегда, закрыть и распрощаться. Есть майнинг через стейкинг. Это другие монеты, которые поддерживают Proof of State, метод майнинга. Есть майнинг через мастерноды, что, в принципе, очень похоже и практически во многом одно и то же. Там все, в принципе, работает хорошо, новичкам этим заниматься можно, но здесь тебе не нужны никакие посредники. Ты можешь это сделать сам. Ну и самый последний, самый, наверное, лучший способ заработка в крипте – это мошенничество. Это очень выгодно, очень классно и очень надежно. Обманывать людей, разводить их на деньги, отнимать у них средства. Крипта это позволяет сделать прекрасно, потому что в ней есть очень высокая степень анонимности. Она не абсолютная, даже далеко не абсолютная, но очень высока. Плюс крипта трансгранична, то есть ты можешь забрать ее в одном месте, а продать ее совершенно в другом. И поэтому мошенники, конечно, им очень удобно работать с криптой. Это намного выгоднее, чем звонить под видом сотрудников Сбербанка, потому что ты можешь придумать проект, который сразу будет работать во всем мире, везде. Например, прямо сейчас в России работает огромная криптопирамида, собравшая с несчастных лохов десятки тысяч биткоинов. И мы, честно говоря, в сообществе за ней пристально следим. И это очень интересно. Курс биткоина, я напомню вам, на момент записи составляет около 35 тысяч долларов за монету. Ребята собрали десятки тысяч, то есть можете перемножить сами в уме и получите эти огромные цифры. То есть счет идет уже тут на крупные миллионы долларов. Итак, сейчас мы будем рассматривать по отдельности каждый из методов
перечисленных методов заработка в общем и с большей конкретикой. А в конце мы пройдемся по таким моментам, как покупка крипты, продажа, то есть вход и выход на этот рынок, а также мошенничество и способы вашего обмана. То есть как вас будет в этой сфере кидать, разводить, обманывать, вводить в заблуждение. В процессе рассмотрения каждого из методов заработка все равно будем останавливаться на каких-то моментах, с какими связываться не стоит, где чистой воды мошенничество торчит из всех углов, со всех сторон. Итак, рассмотрим способы заработка в крипте один за одним. Самый простой, самый примитивный способ – это так называемый hodl. Что такое hodl? Hodl – это купить крипту, положить на кошелек и держать ее как можно дольше. При всей примитивности этого способа, как ни странно, это эффективный способ заработка, но именно заработка в крипте, а не заработка дополнительной крипты, естественно. Да, давайте сразу разделим понятия. То есть сейчас мы рассматриваем hodl в отношении уже развитых, известных, популярных и имеющих хорошую капитализацию монет, которые существуют на рынке. То есть не покупка чего-то нового, что потом будет отрастать очень классно, а покупка того, что есть. Что-то такого из топа CoinMarketCap. Если мы посмотрим на тот же самый биткоин и проанализируем его блокчейн, и посмотрим на все адреса, какие там есть, то есть на все кошельки, какие сейчас существуют, и из них отсечем кошельки, которые были активными за последний год, то есть когда люди активно пользовались криптой, именно биткоином, и посмотрим на оставшиеся кошельки, то есть, видимо, на те, где люди решили купить монету и заходлить ее, то есть положить ее на долгое хранение, то окажется, что средний срок ходла сейчас по блокчейну биткоина это 5,5 лет примерно. И если действительно посмотреть на динамику курса биткоина за последние 5,5 лет, то окажется, что эта стратегия была успешной. И не просто успешной, а даже очень успешной. То есть профит там, скажем так, где-то около 1000 раз. Более того, если мы посмотрим на любые кошельки, где крипта хранится больше года, то они все, в принципе, в плюсе. И причем в плюсе не на 10, не на 20, не на 30%, а на 200, 300, 400 и больше. Да, 500, 600, сколько угодно. Сейчас людей, которые купили крипту и находятся в минусе, их не так-то и много, их практически-то по пальцам пересчитать. Это именно те, кто покупал их на самом топе, который был совсем недавно, в прошлом декабре, то есть в декабре 2020 года. Какие плюсы есть в ходле? Ну, самый понятный плюс то, что ходл пассивен, то есть ты ничего не делаешь. Ты ничего не делаешь, а твой криптоактив растет в долларах. По сути, твоя задача просто не потерять доступ к этим монетам, которые ты купил, и случайно не слить их там никому по глупости. Вот и все. Прибыль рождается сама собой, без твоего участия. Плюс, абсолютный плюс. Все остальное минусы. Первый минус – это очень скучно. Очень скучно держать монеты. Всегда хочется как-то ими воспользоваться. То есть как-то приумножить само количество монет. И вот на этом месте обычно хомяки, то есть неопытные ребята, зашедшие в крипту, и начинают иметь какие-то проблемы. Минус? Конечно, минус. Второй минус тоже достаточно очевиден. Если посмотреть на динамику курсов, заметно, что из года в год прирост именно от пассивного владения криптой в процентах он сокращается. Те, кто купили монеты, те же самые биткоины 5 лет назад, и те, кто купили 3 года назад, заработали по-разному. Те, кто купили их сегодня, тоже заработают немножко, наверное, меньше, чем те, кто купили их, пускай там 7 лет назад и так далее. Происходит насыщение рынка, происходит проникновение крипты во все сферы нашей жизни потихонечку, но оно происходит активно, все равно, согласитесь. И в конце концов экономика мира, она не резиновая, происходит насыщение. И рано или поздно вот этот рост от пассивного владения криптой, он совсем сойдет либо на нет, либо будет очень незначительным. Это очевидно, это абсолютно логично.
И, наверное, еще один минус. В конце концов, опять же, если мы рассмотрим тот же самый биткоин. На свете сейчас существует намного более технологичные криптовалюты, чем биткоин. Биткоин, конечно, безусловный лидер. И его доля в общей капитализации всей крипты достаточно высока и стабильно высока. То есть он никогда не падал, допустим, ниже 50% от общей капитализации крипторынка. Но, несмотря на это, биткоин развивается медленно. Он совсем уже не похож на то, что это было, допустим, в 2013 году или раньше. Он постоянно обновляется, но обновляется медленно. И, честно говоря, содержит в себе определенные технологические ограничения, которые не получится так просто преодолеть. Есть другие, более перспективные монеты, которые более отвечают современным реалиям и работают лучше. В будущем появятся еще более технологичные монеты и так далее, и так далее. И в конце концов мы можем столкнуться с такой ситуацией, что биткоин вообще перестанет использоваться на рынке. Он перестанет быть интересен, потому что устареет. Любая другая монета, которая сейчас тоже входит в топ, точно так же может через какое-то время устареть. Но какое-то время я не скажу, то есть это может быть и десятилетие, а может быть и больше. Но так или иначе, очень длинный ходл – это тоже не очень хорошо. Четвертая проблема ходла – это, наверное, невозможность очень быстро и технично выйти из криптоактива. Почему? Потому что настоящий ходл предполагает то, что монеты твои завешены на холодном кошельке. Я сейчас расскажу, что это такое и почему это важно. А если они завешены на холодном кошельке, значит, у тебя есть определенный временной лаг между моментом, когда ты хочешь их слить, грубо говоря, конвертировать их в другой какой-то вид, в другую монету или фиат, выйти в наличку и так далее. И вот этим самим фактом выхода. То есть ты будешь тратить какое-то время, а если на рынке происходит паник-сейл, ты можешь просто не успеть. Пока ты найдешь свой кошелек, пока ты его восстановишь, пока ты откроешь, пока переведешь на биржу или куда-нибудь на обменник и так далее, и так далее. Драгоценные минуты, а тут счет идет, может быть, даже и на минуты, они будут потеряны, и в конце концов ты получишь просто меньше. Самый главный плюс ходла в том, что он учит тебя нормально и правильно пользоваться криптой. В конце концов, для ходла тебе не нужен никакой посредник. Тебе нужно просто взять адрес, на него залить монеты, после этого запомнить сид-фразу, и дальше ты можешь даже удалить абсолютно все кошельки, какие у тебя есть. Все, монеты теперь твои, пока сид-фраза у тебя есть где-то в голове, но лучше, конечно, на бумажке записана. Потому что если ты ее, не дай боже, потеряешь, больше ты ничего не получишь. Более того, это вообще-то правильный подход к хранению монет на долгосрок. Почему? Потому что в конце концов есть хакеры. В конце концов, у тебя могут просто упереть твой кошелек, упереть твой wallet DAT тот же самый, могут подобрать к нему пароль, или у тебя его как-то стрить кейлогером и так далее, и ты лишишься своих монет навсегда, больше никогда их не восстановишь. Несмотря на то, что это очевидная вещь, я могу тебе сказать, что вот в том же самом биткоине, допустим, сейчас добыто 18 с лишним миллионов монет. Из них около 2 миллионов потеряны навсегда. Причем они потеряны не какими-то там хомячками, а зачастую потеряны очень прошаренными, хорошими специалистами в IT-сфере, хорошими, качественными программистами. Эти истории есть в интернете, их навалом. Речь идет о суммах в тысячи и даже в сотни тысяч монет иногда. То есть это все можно умножить на текущий курс, и там получится очень-очень-очень большие суммы. Вот. И несмотря на то, что эти люди, в принципе, имеют хорошую высокую квалификацию, они эти монеты потеряли. Это очень плохо, это огромный, конечно, им позор. Да? Поэтому, если ты хочешь ходлить, надо очень глубоко и тонко разобраться в том, как работает блокчейн, что такое холодные кошельки, что такое сид-фразы, что такое файлы wallet DAT, ну, либо аналоги в других блокчейнах, если мы сейчас не говорим о биткоине и подобных ему блокчейнах и так далее. И ни в коем случае не терять собственные монеты, потому что потом может быть очень-очень обидно. Ну и в то же время есть такая фраза, что биткоин — это деньги войны. Это хорошая фраза, которая тоже правильно описывает некоторые моменты, философские моменты биткоина, опять же. Если вдруг, не дай боже, что-то случится с тобой, с твоей страной, с твоим городом, с той местностью, где ты живешь, и тебе придется куда-то далеко убегать и уезжать, тебе с собой нужно взять только свою сид-фразу.
Да, это ее можно даже запомнить, не обязательно писать ее на бумажке. И у тебя никто ее так просто не отберет. Это совсем не то же самое, что бежать с чемоданом денег или с куском золота за пазухой, да, что в свое время не получилось даже у Остапа Бендера, насколько мы помним, на чем прокололся весь его план разбогатеть где-то за границей в Рио-де-Жанейро. Вот так вот. Поэтому ходл — это хорошо, хотя скучно и иногда опасно в том плане, что можно все потерять. Как тебя могут кинуть на ходле? На самом деле кинуть на ходле можешь только ты себя сам. Во-первых, как я уже сказал, можно просто потерять доступ к своим монетам. Но второе, очевидно, что никакие посредники для того, чтобы просто хранить крипту в блокчейне и иметь к ней доступ, тебе совершенно не нужны. То есть тебе не нужны счета на биржах, если ты не собираешься конвертить свою монету постоянно и заниматься трейдингом. Тебе даже, в принципе, не нужны кошельки, если ты не получаешь постоянно переводы в крипте. Тебе не нужны никакие другие там кастодиальные либо не кастодиальные сервисы. Храни все сам, не верь никому, не отдавай никому свою крипту в пользование, потому что в этом большого смысла нет. Если кто-то хочет и предлагает тебе способ супернадежного хранения крипты, подумай, зачем это ему нужно. Я могу объяснить, зачем это ему нужно. Один из способов — это просто использование твоей ликвидности. То есть ты не хочешь зарабатывать и работать с криптой, хочешь ее просто держать, а я хочу, я могу, я буду с этого зарабатывать. Очень хорошо. Второй вариант — я просто у тебя ее украду. Я хочу ее украсть, развести тебя и забрать ее навсегда. Вот какой из вариантов именно твой, какой вариант преследует твой оппонент, нужно, конечно, четко понимать и разбираться, что ты хочешь. Поэтому лучше, конечно, как всегда, никому не доверять и действовать самостоятельно. Для этого не нужно вообще никаких технических средств, тебе не нужно даже иметь компьютера для этого. Нужна просто бумажка и ручка. Или очень хорошая память. Но лучше бумажка и ручка, и хорошая память. Как-то так. Вот, я приложу к этому видео хорошую ссылку на хорошую статью, где разжевано все умные и правильные ходы, как хранить на холодных кошельках свои монеты, если ты хочешь инвестировать в долгую и заниматься ходлом. Обязательно прочитай и ни в коем случае не косячь. А самое главное, если ты ходлишь, не доверяй свою крипту никому, кроме самого блокчейна, кроме самой математики, кроме самой криптографии. Вот такой тебе совет.